Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать такой эффект слэш от мяча. Да, на своем YouTube канале я ранее показывал, как сделать подобный эффект, но сейчас я покажу, как сделать его намного лучше. Шейдер для этого слэша вы сможете скачать на моей странице Patreon бесплатно. И шейдера для других рендер пайплайнов, для HD и Lightware, вы можете скачать с CSS Store. Вот просто загуглите вот такое название. Там есть в этом ассете все шейдера, которые я использую для абсолютно всех моих эффектов. Итак, давайте я начну с самого основного. Покажу, как создать модель для этого слэша в блендере. Сначала добавьте объект Mesh Cylinder. В настройках цилиндра поставьте не Ngon, а Nothing. И у вас обязательно должна быть стоять галочка Generate UV, чтобы самому не делать UV развертку. Далее вам нужно перейти в Edit Mode с помощью клавиши Tab, нажать комбинацию клавиш Ctrl-R и сделать вот такие разрезы. Далее выбрать центральный разрез с помощью Alt и перетянуть вот примерно вот так, на такое расстояние. Далее выбрать это и вот это. Также перетянуть. Потом выбрать верхнюю грань и нижнюю. И сделать чуть меньше, вот так. Потом по оси Z уменьшить это все. Size Z. Вот так. И получилась, вот как вы видите, вот такая модель. Далее нужно перейти в обычный режим редактирования. Выбрать Object Shade Smooth. И чтобы в игре не было артефактов с шейдингом и с прозрачностью, нужно перейти вот сюда, в Normals, и поставить Auto Smooth. И теперь модель абсолютно готова. Перед тем, как импортировать в Unity, вам нужно повернуть ее на минус 90 градусов, нажать Ctrl-A, Rotation и Scale, и обратно повернуть уже на 90 градусов, Rotate X 90, комбинация клавиш. После чего переходите в Export, FBX, и тут выставьте обязательно FBX All, чтобы размер модели в Unity был 1. И экспортируйте модель. После того, как вы перетащили модель Unity, создайте новую систему частиц. Выставлю ее на 1 единицу выше. Отключите Shape. В Emission выставьте Burst одной частицы. Скорость выставьте на 0, Lifetime на 0.3. Это идеальное время жизни для слэш от мяча. Ну, это в зависимости вообще-то от вашей анимации. Потом перейдите в Render Mode и тут измените Render Mode на Mesh. И выберите модель слэша. И тут Render Element нужно выставить Local. Как вы видите, со стандартной частицей слэш выглядит следующим образом. Потом нужно еще добавить ему плавное исчезновение с помощью Color Over Lifetime. Вот так. И вращение. Вращение делается с помощью вкладки Rotation Over Lifetime. Тут нужно выставить Separate Access и вот в среднем значение y нужно выставить, допустим, значение 1500. И вот оно так вращается. Но под конец жизни нужно, чтобы слэш терял скорость. Поэтому тут нужно включить curve, отключить вот это значение. Тут по дефолту выставляется на 57. И выбрать вот такую вот кривую. И вышел вот такой вот слэш. Теперь нужно создать для этого слэша шейдер. Шейдер для этого эффекта я буду делать с помощью Amplify Shader Editor. Его вы можете скачать в Asset Store. Для этого достаточно создать новый шейдер. Так, он сейчас создается. И выбрать тут Surface, вместо Surface Legacy Particle Alpha Blended Shader. И тут сразу будут настройки, те, которые нужны. И можно еще тут убрать Custom Editor и переименовать. Можно сразу создать материал с шейдера и добавить его в систему частиц. Вот так. Тут нужно создать в самом шейдере новую текстуру. Texture Sample. Переношу ее на Main. Далее эту текстуру нужно перемножить альфу, то есть прозрачность этой текстуры нужно перемножить с каким-то значением.
допустим, пусть будет это значение float. Тут нужно выбрать не constant, а property, чтобы была возможность изменять это значение в материале, и переименую его на прозрачности. По-английски opacity. Пусть это значение будет 20. Но чтобы не было артефактов, когда это значение выше единички, нужно пропустить вот это значение multiply через not clamp. Вот так. И добавить это все не в color, а перед этим еще создать not append, потому что x, y, z отвечает за цвет, а v отвечает за прозрачность. И добавить вот это все в цвет. Перед этим можно еще добавить not multiply и подключить сюда vertex color, чтобы можно было изменять прозрачность с системы частиц. Вот так. И тут уже нужно выбрать какой-то материал. Сюда подойдут любые текстуры шума. Вообще все в зависимости от вашего слэша и от того, какие текстуры у вас есть. И сдвину текстуру чуть в сторону. Вот так. Как вы видите, она движется. После этого в шейдер нужно добавить вот такую вот группу нодов. Это будет текстура для растворения, и подключить ее в Multiply. Это работает следующим образом. Сейчас скомпилирую шейдер. Изменяя значение float, вот если посмотреть на вот это if, будет изменяться значение растворения. То же самое, если изменять значение вот это 0.3 на какое-то другое. Но этими значениями я не хочу управлять с материала, а хочу управлять с помощью системы частиц. Поэтому я вот добавил вот такие текстурные координаты. Изначально они стоят float 2, поэтому нужно выставить float 4. И с помощью нода register local var и тут с помощью нода get local var я перенесу вот это значение. Пусть тут будет значение v, а тут пусть будет значение t. Вот так. И скомпилировать. Сейчас, как вы видите, слэш стал прозрачным, потому что в системе частиц нужно включить Custom Vertex Stream, добавить сюда Custom XY, включить Custom Data, мод включить вектор 4, поставить на количество компонентов 2, x, вот, то есть y выставить 1, и x, вот, изменять значение с помощью кривой. Изменяя вот это значение x, вот вы можете видеть, как изменяется растворение самой текстуры. Вот, следующим образом слэш растворяется. Но с этого значения нужно сделать вот примерно такую кривую. Так, тут значение должно быть 0,5. Вот так, для полного растворения. Ну-ка. Оно растворяется при значении 1. Пусть будет вот такая вот кривая. Вот, отлично. Так. Для Dissolve эффекта подойдет любая текстура шума. Вот в моем случае это вот такая. Можно выбрать и такую, вообще какая у вас попадется. В зависимости от этой текстуры эффект будет выглядеть немножко по-другому. Чтобы не терять время, я не записал вот эту часть на видео. В общем, я создал вот такой вектор 4, добавил это все в append, потому что UV-координаты, они состоят из двух градиентов, красного и зеленого. И добавлю это еще вот сюда. Так. И баннер в Dissolve. И главную текстуру. Пусть вот так будет. Главную я ничего добавлять не буду. И таким образом можно сделать движение для растворения. Так, сейчас перейду в материал и сюда
То есть вот значение Z отвечает за dissolve, за движение от dissolve. И таким образом можно сделать, чтобы текстура двигалась с помощью нода Planner. И эффект уже выглядит немного интересней. Текстура движется, с этим все в порядке, но каждый слэш будет иметь одинаковое положение текстуры. Поэтому нужно добавить node break to components, чтобы разбить это значение снова на два элемента, вот этот вектор 2 подвину. И сюда добавить node append, чтобы снова соединить. Тут уже нужен не вектор 4, а вектор 2. Это значение пусть будет как и начальное, а вот второе значение нужно изменить. Сюда нужно добавить node add, сделать так, и добавить сюда значение от вторых UV координат. То есть тут стоит UV-set 1, а тут пусть будет стоять UV-set 2 и float значение 4. И сюда добавляю вот значение T. Вот так. И тут уже нужно теперь в системе частиц добавить UV2, чтобы забрать с UV2 значение XY, чтобы когда я создам вот custom 2 XY, тут были значения ZV. То есть если без этого, тут будет значение XY. Поэтому нужно добавить перед custom 2 UV2. Вот это оно, UV-set. И подключить это в системе частиц. Тут нужно custom 2 выбрать вектор, пусть будет два значения, и это значение поставить от 0 до единички. Вот видите, текстура немножко подвинулась. То есть каждый раз при каждом использовании вот этого эффекта слэш-отмеча текстура будет иметь случайное положение, исходя из вот этих случайных значений. Теперь нужно добавить текстуру, которая будет отвечать за свечение эффекта. Для этого я скопирую нод и переименую его на Emission Texture. И добавлю его в append. Вот так. И теперь текстура светится в зависимости от текстуры, которую я выберу здесь. И для свечения я буду использовать вот такую текстуру. Как вы видите, она вот светится вот не так ярко, как хотелось бы, поэтому нужно добавить текстуру сначала в node remap. Пусть входящее значение будет сделаю вектор 4. Так. Входящее значение это от 0 до единички с текстуры. И выходящее пусть будет от -2 до единички. Чтобы не было артефактов, пропущу это через node clamp. Вот так. Так. Максимальное значение должно быть белое и непрозрачное. И вот сюда. Вот так. И, как вы видите, на кончиках тут эффект светлее. Но он не такой светлый, как хотелось бы. Поэтому это все нужно перемножить с каким-то значением. Это значение будет отвечать за эмиссию. Пусть это будет float. И перемную его на emission. Вот так. Пусть значение будет, ну, допустим, 2. Ой, это минимально. Вот. Вот так. И добавить это все нужно в append. Еще нужно добавить vertex color, чтобы была возможность изменять это системы частиц. Хотя значение emission можно сделать выше. Так, тут нужно выставить не constant а property, чтобы оно появилось в материале. И сделать вот так. Это уже более похоже на слэш от мяча. Но
это не совсем то, что нужно. Пусть значение remap будет от минус 0,3 до 1. Так, вот это будет конец немного ярче. И я не хочу, чтобы вот этот эффект был полностью черным. Я хочу ему добавить какой-то цвет, поэтому нужно создать node color. Изменить type на property и добавить его вот сюда. Но перед этим нужно перемножить его также с vertex color, чтобы была возможность также изменять этот цвет в системе частиц. И это все в append. И тут в материале появился цвет. И теперь можно сделать его вот таким вот синим, этот слэш, чтобы он не был полностью черным. Вот. Вышел такой эффект. Хотя можно сделать цвет немножко темнее. Вот. И изменить яркость с помощью значения emission. Пусть оно будет 4.5. Вот. Сейчас уже лучше. Но так как цвет зависит от текстуры, нужно сделать что-то, чтобы была возможность изменить его в системе частиц. Поэтому сюда я отключаю вот это emission texture. И нужно добавить сюда node RGB to HSV. Вот так. И теперь я могу изменить значение hue. Hue отвечает за цвет. Saturation отвечает за оттенок, то есть либо черно-белый, либо цветной. И сюда добавить node HCV to RGB. Потом Saturation можно сразу и value подключить сюда. А вот значение hue нужно изменить. Сюда можно добавить какое-то значение, которое будет изменять оттенок эффекта. И этим значением можно будет управлять в системе частиц. Вот так. Текстурные координаты V. Вот они, я сейчас пока их не использую. И можно еще добавить node desaturation. Desaturate, вот. Чтобы можно было делать цвет полностью не цветным. То есть, если тут я выберу синюю текстуру, чтобы можно было сделать ее черно-белой. Переименую этот нод на desaturation. Вот так. И добавить это все можно в remap снова. И теперь, изменяя вот это значение, можно менять цвет самого эффекта. Вот так удобно. В системе частиц. То есть можно иметь один материал и изменять цвет, используя только значение в системе частиц. На этом с этим шейдером можно заканчивать. Хотя можно еще подвинуть вот эту текстуру. Чтобы ее двигать, нужно выбрать ее в текстурных координатах. Вот так. Вот. Теперь слэш кажется немножко острее. После этого в эффект можно добавить какие-то искры. Тут нужно выставить Shape Circle и изменить, повернуть его сначала на 90 градусов, и радиус Ignis выставить на 0, и радиус выставить в зависимости от радиуса слэша. Вот так. Время жизни пусть будет от 0,2 до единички. Duration то же самое, что и у меча. Размер пусть будет от 0,3 до 0,1. Цвет пусть будет такой вот синий. И выберу какой-то материал для этих искр. Вот пусть будет такой. Но тут нужно выставить не rate over time, а burst. Пусть будет count 1 и циклы 20 раз. То есть, чтобы вылетало 20 частиц. И тут нужно выставить мод не random, а loop. И speed пусть будет скорость 2.
Так, они летят с такой скоростью 5. И тут вместо этой скорости нужно выставить velocity over lifetime, включить значение radial между двух значений, пусть эти значения будут от 1 до 3, и орбитальная скорость пусть будет 2. Вот так. И сделать для орбитальной скорости вот такую вот кривую. Сейчас они нормально вылетают. Но они вылетают очень медленно, поэтому нужно... Так. Speed пусть будет 4. Вот так. И поверну, допустим, на 140. Чтобы они летели вместе со слэшем. Render мод можно выставить Stretched Billboard и длину выставить 5. И сделать торможение частицами с помощью Limit Velocity over Lifetime. Пусть значение будет 0.02. И тут будет вот такая вот кривая. Чтобы скорость единички опускалась до 0. И можно выставить Simulation Speed 2, чтобы они быстрее разлетались, исчезали. И чтобы они со временем становились меньше с помощью вкладки Size over Lifetime. Пусть будет вот такой вот градиент. Вот. Цвет им можно сделать немножко более синим. Вот так. Duration нужно выставить уже не 2, а 4, потому что Simulation Speed я выставил в 2 раза больше. Вот. Также таким же самым образом можно добавить и дым. Просто для дыма выбрать какой-то другой материал. Вот не глова, да, какой-то материал дыма. Вот. Сделать цвет полностью, ну не полностью, вот таким вот темным. И размер от 1 до 2 единиц пусть будет. Вот такой дым. И тут нужно выставить не Stretched Billboard, а просто Billboard для дыма. И скорость разлета намного меньше сделать. Вот, допустим, вот так. И количество частиц пусть будет больше, допустим, 40. И размер прозрачности им сделаем меньше. Вот так. И уже тут не размер их должен изменяться, а прозрачность, так как частицы большие. Вот так пусть будет. Так. Можно сделать их вот такими. Такой цвет. И, наверное, сделаю Speed 2 по кругу. Теперь они летят вместе со слэшем. Хотя цвет им можно вот такой чуть более светлый сделать, синий. Таким же самым способом можно сделать частицы искажения, просто скопировав дым и заменив материал, то есть изменив немножко радиус. Радиус нужно для частиц Distortion сделать меньше. Это вот такие частицы, которые искажают все, что за ними находится. Но для них нужно выставить сортировку на 2, чтобы они не искажали сам слэш. То есть вот они сейчас, видите, искажают слэш. Поэтому тут Sorted Function нужно выставить на 2. Материал для дисторции можно создать с помощью обычного стандартного материала. Достаточно создать новый материал, изменить шейдер со стандартного на Particle стандарт Until, выставить Render Mode Fade, Blended, включить Distortion, выставить Blend на единичку и выбрать Albedo и Normal Map и добавить этот материал вот сюда. И в конце можно добавить вот такой вот эффект попадания. Для него я использую искры и 2 вот таких вот флеша. Один длинный и один просто обычный флеш. Вот так. Искры летят со скоростью от 20 до 100 единиц, и за счет Limit Velocity over Lifetime они тормозят. И так как я выставил Speed Scale 0.3, в зависимости от скорости изменяется их длина. Если я выставлю, допустим, Speed Scale на 0, их длина вот такая будет по умолчанию. Но в зависимости от скорости она увеличится или уменьшается. Ну, увеличится, хотел сказать. Вот.
И сейчас я покажу, как сделать второй вариант кругового слэша. Для этого можно просто скопировать главный компонент. Вот так. Добавлю вот сюда. Изменить его толщину. Тут можно выставить star size 1.2, 1.2, а тут не 2, вот допустим 3. Вот он стал толще. В custom data значение, которое отвечает за dissolve, можно изменить вот таким образом. Сделать его менее прозрачным. Вот так. Скопировать этот компонент еще раз. Повернуть его на 180 градусов. И выходит вот такой круговый слэш. Ну, можно еще повернуть вот этот компонент на 10 градусов, на минус 10, а этот на 10. И вышел вот... Ага. Так. Тут тоже на минус 10, потому что тут значение 180. И вышел вот такой вот круговой слэш. В общем, шейдеры для слэша отмечаю, загружу на свою страницу Patreon бесплатно, потому что я понимаю, что не у всех есть возможность купить Amplify Shader Editor. Кстати, этот шейдер работает как и на Universal, так и на HD рендера пайплайне. Вы можете изменять ваши текстуры, смотреть, какая подойдет лучше, изменять цвета, и таким образом вы сможете добиться совершенно других результатов. Например, как вот этот, мой слэш. В общем, спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока.